Приветствую! С вами канал Python Hub Studio и добро пожаловать на курс по парсингу сайтов на Python. Для вашего удобства все собрано в одном видео, и в описании есть все временные метки по ключевым моментам видео. Кликайте на соответствующий тайм-код в описании, и видео воспроизводится с нужного вам фрагмента. Определение парсинга звучит нудно. Синтаксический анализ текста и так далее, но простыми словами – это способ собрать огромный объем информации и, что важно, сделать это быстро. Например, собрать с сайтов всю информацию о стоимости недвижимости, отслеживать стоимость товаров или, например, можно создать агрегатор новостей, анекдотов, картинок. То есть сфера применения парсинга огромна. И на этой ноте мы начинаем. Будем использовать библиотеки Request и Beautiful Soup. Но прежде чем приступим, давайте сделаем легкое отступление и посмотрим на наши жертвы, то есть сайты, которые мы сейчас будем разбирать, и поговорим пару слов, а что такое конкретно парсинг. Есть несколько ресурсов, которые без проблем можно, на которых можно тренироваться, то есть парсить с них данные, собирать. Это сайт, специально написанный для этого. Он моделирует интернет-магазин, в котором есть карточки товаров, название, ценник, если на нее перейти, описание данного товара. И у этого магазина 7 страниц с карточками товара. И второй сайт попроще с цитатами. Какая суть вообще парсинга и для чего он необходим? Зачастую необходимо собрать с какого-либо ресурса, то есть сайта, информацию, но делать это вручную очень долго и утомительно. И поэтому наша задача при помощи Python или какого-то другого языка, но в данном случае его, автоматизированно и быстро собрать всю эту информацию, сэкономив кучу времени и денег. И какая задача перед нами стоит? Сайт написан при помощи HTML-кода. Соответственно, нам с вами необходимо вручную найти закономерности между нужными нам элементами. То есть каждая карточка, она представляет собой некий шаблон, который наполняется контентом, то есть названием, ценником, в данном случае картинкой и так далее. Нам нужно найти эту закономерность, записать ее в алгоритме программы и запустить код, чтобы он собрал всю интересующую нас информацию. Итак, приступим. Для начала давайте с вами установим необходимые библиотеки, которые нам нужны для работы с парсингом данных. Для этого мы сейчас с вами установим 3 библиотеки. Для этого прописываем команду pip install и здесь их перечисляем. Первая библиотека — это библиотека Request, которая позволит нам отправлять HTTPS запросы, то есть, грубо говоря, запросы к сайтам и получать от них ответ, то есть HTML-код конкретной страницы. Следующая библиотека, которая нам нужна, это библиотека Beautiful Soup. Она нужна для того, чтобы производить поиск интересующих нас элементов в этом HTML-коде. И библиотека LXML это специальный парсер. Что делает? Он помогает анализировать полученный код при помощи библиотеки Request и подготавливает его в удобочитаемый вид для библиотеки Beautiful Soup. Может показаться сейчас сложно, но на самом деле там пару строк кода, вообще ничего страшного. Итак, нажимаем Enter и устанавливаем все эти библиотеки. После установки создаем для нашего проекта новый файл. Именуем его каким-то образом, чтобы он не пересекался с тем, что мы будем с вами делать. То есть там название request, например, или что-то подобное называть не нужно. Даете любое другое название и импортируем сюда необходимые нам библиотеки. Первое. Импортируем библиотеку request. И второй импорт, который нам необходим, это нам необходимо из библиотеки Beautiful Soup. Обращаю внимание, мы с вами писали во время установки Beautiful Soup 4. Когда мы импортируем, мы к нему обращаемся как BS4. И нам из него необходимо импортировать класс Beautiful Soup.
Есть. Ну, полдела сделано, а теперь давайте вернемся на сайт и посмотрим, как в дальнейшем будет выглядеть ход развития событий. Ссылки на эти сайты будут в описании к видео, как и тайм-коды к ключевым моментам в этом видео, которые получится выделить. Итак, какая задача перед нами стоит? Рассматриваем на примере. Вы перешли, допустим, на сайт интернет-магазина, вбили запрос, который вас интересует, и вот его URL-адрес и список товаров по этому запросу. 7 страниц. Первое, что необходимо сделать, это проанализировать, как эти элементы на странице отображаются, то есть какой у него HTML-код. Язык HTML для этого знать не нужно, для этого нужно сейчас понять просто пару моментов. Кликаем по изображению, по элементу, который нас интересует, правой кнопкой. Я пользуюсь браузером Chrome, но в принципе во всех браузерах есть такая опция, как просмотреть код. Она может называться инспектировать элемент и так далее. Кликаем по ней и открывается вот такой инспектор кода. Во вкладке элементы мы с вами видим HTML-код этой страницы. Как мы видим, когда мы наводим мышкой на некоторые поля, то соответственно инспектор выделяет у нас на странице конкретный элемент, на который мы сейчас навели в инспекторе мышкой. Что здесь вообще содержится для тех, кто ни разу не видел и не сталкивался с HTML-кодом сайтов? Полностью все свернем и посмотрим. У него есть открывающий и закрывающий код HTML, это нам не интересует. Потом есть head, то есть голова, служебная информация о сайте, то есть кодировка, в которой записан сайт и так далее. Сейчас почти все сайты уже используют кодировку UTF-8, поэтому с этим вообще проблем быть не должно быть. Редко где уже можно встретить что-либо другое. То есть времена, когда приходилось париться с кодировками, уже давно прошли. И нас интересует тег body, то есть тело самого сайта, контент, который на нем содержится. О том, что этот тег нам говорит вот именно эта угловая скобочка. Это важный момент. И теперь, развернув его, взглянем на HTML-код из редактора, здесь будет нагляднее. Сам по себе язык HTML для парсинга знать не нужно. Здесь достаточно понять несколько, скажем так, простых нюансов. HTML это язык текстовой разметки, обработав которую браузер отображает нам страницу сайта так, как мы ее с вами видим. Основной конструктивной особенностью HTML является то, что участки страницы сайта прописываются при помощи блоков, именуемых тегами. И теги являются контейнерами, которые необходимы для того, чтобы отобразить на сайте некую информацию. О том, что этот тег мы с вами можем наблюдать по угловой скобке. То есть, например, тег head начинается здесь, и угловая скобка слэш заканчивается здесь. Это служебный тег, он на сайте, эта информация не отображается, он необходим для служебной информации. Например, что нам может пригодиться, это кодировка сайта. И нас интересует следующее, тег body. Начинается и заканчивается. То есть в этом теге находится контент на сайте, тот, который отображается нам в браузере. И весь HTML-код, который находится между началом и концом тега body, относится к нему. Естественно, здесь внутри уже начинаются вложенные теги. Например, тег h5 начинается, и вот он сразу же заканчивается. В нем содержится просто текст, то есть это цена, к примеру, товара на сайте, на котором мы сейчас рассматриваем. Именно эти моменты нам сейчас важны. То есть нужно понимать, что информация, HTML-код, который относится к тегу, именно этому, находится между началом его объявления и когда этот тег заканчивается. Нам здесь необходимо найти, как именно разработчик сайта прописал здесь интересующую нас информацию, то есть карточку товара. Просто ведем мышкой и находим. Вот он, тег div. Класс со странным названием, значит так нужно. Здесь содержится в этом элементе информация о товаре. То есть вот она, эта карточка. Здесь у нас имеются следующие элементы. Здесь еще один тег div, в нем еще один класс card. И дальше поехали. В теге A ссылка,
нажав на которую вы зайдете в карточку этого товара. То есть это для пользователей, там описание есть и так далее. Дальше лезем, что здесь еще есть. Где у нас хранится вот эта информация, то есть ценник и название. Оно здесь же находится, ниже в теге div класс cardBuddy. Если мы его развернем, мы видим здесь в теге h5 цена. И здесь еще один тег h4, который необходимо развернуть, и мы видим здесь название, которое здесь отображается. То есть название товара. Замечательно. И теперь давайте посмотрим, как забрать с сайта интересующую нас информацию о этой карточке товара. То есть название, цену и URL, адрес картинки, для того, чтобы ее можно было скачать. Первое, что делаем, это копируем URL адрес данной страницы и переходим в наш код. Создаем переменную, в которую помещаем URL адрес. Далее, следующее, что нам необходимо, это отправить запрос и получить содержимое этой страницы. Делаем это мы при помощи библиотеки Requests. Все функции этой библиотеки мы сейчас рассматривать не будем, об этом на канале есть отдельный урок. Поэтому создаем переменную response, в которой будем получать ответ от сайта. И здесь обращаемся к библиотеке Requests и используем метод get для получения ответа от сайта. Сюда передаем переменную URL. И теперь запустим этот код и посмотрим, что у нас будет в переменной response. Ответ положительный. И теперь заглянем в response.text. И мы получаем сырой код HTML страницы. Если на него взглянуть, например, так, где-нибудь... Вот он, класс карт, то есть карточка товара. Вот мы с вами здесь можем наблюдать. Так, вот тег, по которому мы с вами нашли товар. Карточка. Далее название товара, цена, то есть все здесь есть. Точно так же, как мы только что смотрели с вами в инспекторе кода в браузере. Но этот сырой код необходимо обработать для того, чтобы по нем можно было легко проводить поиск. Для этого нам и необходима библиотека Beautiful Soup. Создаем некую переменную. И здесь запускаем класс Beautiful Soup. Сюда мы передаем как первый аргумент, это нашу переменную response.text. Дергаем текст HTML страницы, точно так же, как мы только что делали в терминале. И сюда необходимо передать тот самый LXML парсер, который мы устанавливали третьим при помощи пакетного менеджера PIP. Для чего? Библиотека Beautiful Soup позволяет легко находить элементы, но чтобы это можно было ей сделать, ей необходим в помощник парсер, то есть в данном случае имеется в виду анализатор HTML кода, который обработает его и в нормальном виде передаст в Beautiful Soup, чтобы можно было потом по нему легко находить нужные элементы. Таких дополнительных, скажем так, парсеров, то есть анализаторов HTML кода есть несколько. Два самых распространенных это LXML. Он является, скажем так, золотым стандартом, и он очень быстро работает. И есть второй вариант, который используется реже. Его здесь можно точно так же, как строку записать. Это html.parser. Его дополнительно устанавливать не нужно, он используется здесь по умолчанию. Но если вы используете другой, как я сейчас показываю, LXML, то, соответственно, здесь просто заменяется HTML-парсер на LXML, который работает быстрее намного. Плюс еще один важный момент. Эти парсера, например, смотрите, сайты бывают написаны коряво. То есть разработчик, например, забывает закрывать теги, то есть сайт сверстан как попало. То есть, и вот эти парсера HTML и LXML по-разному дополняют этот код. То есть, к примеру, LXML в каких-то случаях, к примеру,
закрывает, если разработчик не закрыл какой-то тег и так далее. То есть немножко дополняют недостатки кода для того, чтобы Beautiful Soup мог легко проводить навигацию. Поэтому бывает такое, что сайт, ну скажем так, неудобно обрабатывать. Таким парсером используется LXML. В редких случаях наоборот, LXML там что-то не может, к примеру, разобрать, и поэтому используется HTML парсер или какой-либо другой. Но с этим пока пропустим. Итак, далее. Мы с вами сюда в переменную SOAP получаем уже обработанный HTML-код страницы. Сейчас мы на него взглянем. То есть вместо того, что он как каша просто как попало написано, здесь уже все структурировано и так далее. Все оформлено для удобного поиска. Вот они, карточки товара, так как мы их с вами наблюдали в инспекторе кода. То есть вот она карточка, название, ценник, ссылка на картинку, которая нас тоже интересует, и так далее. То есть теперь мы с вами можем очень легко вести поиск по данным на сайте. Теперь интересный вопрос, как конкретно дергать эти данные отсюда. Что для этого необходимо? Получив обработанную HTML-страницу, мы с вами можем производить поиск в ней при помощи методов по интересующим нам параметрам. Например, еще одна переменная, в ней обращаемся к объекту soup и используем метод find. Название метода говорит само за себя, но позволяет найти интересующий элемент. Например, по какому признаку? Мы здесь можем записать тег div. В чем особенность метода find? Он сюда вернет весь тот HTML-код, который есть в теге div, с которым мы дальше можем работать. Но он вернет только тегов div много. Опять вернемся в браузер. Раз, два, три и так далее. И он вернет HTML-код того тега div, которого он первый встретит. То есть, грубо говоря, первого. Но нам это не нужно. Еще раз взглянем на карточки товара. Вот первая карта, давайте с нее и возьмем всю информацию. Опять в инспекторе просматриваем все-таки, как нам охарактеризовать конкретно данный участок кода на сайте. Как нам его найти? Сворачиваем все и смотрим, что все карточки помещены в одинаковые контейнеры. Здесь тег div. В нем прописан класс такой-то. Следующая карточка товара. Точно так же в теге div. Класс такой-то и так далее. То есть они одинаковые, помещены в одинаковые контейнеры. Так мы и пропишем. Возвращаемся обратно в редактор. И здесь как второй параметр. То есть нам необходим тег div, в котором есть класс, нижнее подчеркивание, равно и здесь в кавычках записываем название этого класса. Чтобы не переписывать вот это, скажем так, странное название, давайте его просто отсюда скопируем. Так, изменять как HTML. Это позволяет просто отсюда скопировать это название. Так, делаем копию. И вставляем сюда. Все, теперь у метода find более точное определение того, чего мы хотим найти. Именно такого элемента. Нам нужен тег div, в котором прописан такой-то класс. И весь этот код сейчас вернется сюда. Давайте запустим и посмотрим. В переменной дата. Вот карточка этого товара. Div класс и так далее. Вот мы сами видим, здесь у нас есть URL-адрес картинки, название и ценник. Соответственно, оно находится все в своих тегах и так далее. Как мы с этим дальше работаем? Заводим переменную. Давайте имя возьмем этого товара. Name. Теперь мы уже обращаемся к этой переменной, которая содержит в себе вот этот HTML-код.
Обращаемся через переменную, точно так же записываем метод find. И теперь, что нам необходимо прописать здесь, чтобы получить название этого товара? Возвращаемся обратно в браузер и смотрим, инспектируем этот элемент. Вот она, эта карточка. Так, вот она. Разворачиваем и теперь смотрим. Вот эта вся структура находится в коде, который мы с вами уже взяли. Теперь смотрим, что у нас здесь есть. У нас название находится в теге h4. Можно, конечно, и через тег A, но в принципе тут разницы никакой не будет. Записываем тег h4. И опять смотрим на сайте какой-то дополнительный маркер. Но мы здесь с вами видим, что, например, тег h4 в этом участке кода 1. То есть, в принципе, на это можно и ограничиться. Но мы видим, что здесь все-таки прописано подключение класса CardTitle. Поэтому для точности работы давайте все-таки его сюда запишем. Через запятую. Записываем класс, нижнее подчеркивание. Зачем это нижнее подчеркивание нужно? Ну, просто потому, что есть ключевое слово класс в питоне. Поэтому здесь еще добавлено нижнее подчеркивание, чтобы не было никаких ошибок. И здесь записываем card title. Есть. И теперь опять проверяем, смотрим, что у нас в name. В name у нас весь HTML код, который находится в теге h4. И здесь у него есть ссылка. И между ссылкой в теге A у нас short dress. Можно лезть как бы дальше, уже тоже там в тег A залазить, или можно было сразу в него. Но в принципе тут просто никакой другой информации нет. Поэтому, к примеру, просто текст можно получить при помощи метода, который так и называется текст. В данном случае не метода, а атрибута. Записываем текст. И теперь опять проверяем. Name. Здесь у нас уже конкретно имя этого товара. Здесь еще знаки переноса строки есть, которые нам необходимо убрать, так как в дальнейшем мы эту всю информацию будем сохранять в Excel таблицу, а там знаки переноса нам не нужны. Поэтому мы дорабатываем здесь, так как это уже строка после того, как мы дернули атрибут текст. Поэтому мы здесь записываем точка, применяем элементарный метод replace, то есть меняем некие значения в строке на другие. Конкретно в данном случае нам необходимо поменять знак переноса строки на ничего. То есть пустая, в кавычках вообще даже и пробела нет, на всякий случай. Замечательно, название мы с вами взяли. Теперь нам необходимо взять цену этого товара. Записываем price. Обращаемся через переменную data. Точка. Дальше уже в принципе по аналогии find. И опять лезем на сайт и проверяем, что здесь как. Цена у нас в теге h5. Так и запишем. Там больше никакой дополнительной информации нет, поэтому достаточно просто написать h5.text. И теперь давайте возьмем ссылку. Ссылка у нас находится в следующем месте. Значит, это у нас... Вот она, static img, так, GPG. Ссылка есть. Теперь нам нужно понять, как ее отсюда забрать. У нас так есть тег card, а у нас вот признак тег img и атрибут srt. Вот именно отсюда нам с вами необходимо дернуть эту информацию. Так, и теперь, как это сделать? img... Card img top, fluid. Ну, в принципе, это не обязательно, но давайте все-таки для точности кода возьмем название этого класса и переходим в наш код. Итак, теперь записываем переменную URL img. Теперь через data
точно так же find. Здесь записываем тег img. Сюда помещаем название класса. И теперь это все-таки не текст, как теперь дернуть ссылку, потому что она там все-таки находится в отдельном атрибуте. Таким образом, у нас с вами будет HTML-код, из которого нам дальше, применяя метод get, который получить значение. То есть, если метод find позволяет нам получить содержимое всего тега, то метод get позволяет получить содержимое атрибута. То есть, грубо говоря, какой-либо переменной, которая содержит в себе некое значение. Например, атрибут href содержит в себе ссылку, атрибут src содержит в себе ссылку на статический файл, то есть, грубо говоря, ссылку на картинку и так далее. И здесь сюда мы передаем имя этого атрибута. Запускаем и проверяем. Все, вот она наша ссылка. И теперь нам необходимо дополнить эту ссылку, так как она относительна. Что я имею в виду? Переходим обратно и смотрим. Ссылка начинается слэш, статик и так далее. Почему так происходит? Потому что в основном картинки хранятся на сервере в отдельной папке, которая называется статик, и получить к ней доступ, то есть что писать здесь до. Это корневой адрес сайта. Исправляем это дело, то есть дополняем ссылку. Нам необходимо https://scrappingclub.com/ добавить сюда. То есть здесь в строку помещаем адрес этого сайта, не забываем про слэш. А нет, стоп, он там, по-моему, не нужен. Сейчас проверим. Нет, он не нужен, он здесь уже подставлен. Поэтому слэш мы здесь не добавляем. И складываем две строки. Проверяем, что у нас вышло. Так, URL, image. Так, вот она наша ссылка. И теперь проверяем, естественно, ее в браузере. Такие вещи проверять все-таки нужно, прежде чем вы уже, скажем так, полностью сформировали код. Прежде чем его запускать, каждый момент необходимо проверить, чтобы не было, скажем так, ну, когда вы уже непосредственно работаете с каким-то конкретно сайтом, постоянно слать к нему, скажем так, безрезультатные запросы нет смысла, потому что вас просто заблокируют, но об этом чуть позже пойдет речь. Поэтому такие вещи лучше сразу проверить, чтобы потом просто не натыкаться на банальные ошибки в коде. Так, все, по этому адресу мы получаем картинку, замечательно. Дальше. С одной карточкой мы разобрались. Теперь как сделать так, чтобы собрать данные со всех карточек, которые есть на данной странице. Переходим обратно в код. И здесь давайте сразу пропишем такую вещь, как для начала пока что запишем элементарную функцию print и выведем, что у нас там, name, цена, price, и URL адрес. И теперь, как сделать так, чтобы вывести и собрать всю информацию со страницы? Что для этого необходимо? Для начала делаем следующее. У нас здесь есть первоначальный поиск. То есть получили данные со страницы, и здесь мы с вами использовали метод find для того, чтобы получить карточку товара. Метод find цепляет первую попавшуюся информацию, которая соответствует тому, чему мы здесь ввели. Ну, и здесь есть метод find all, который позволяет собрать все теги div, к примеру, в которых прописан такой-то класс. То есть собрать в данном случае все карточки этого товара. Закомментируем это. И давайте посмотрим, что у нас будет в переменной дата.
Проверяем. Здесь у нас теперь все эти карточки есть. И интересует следующее. Какой тип данных он возвращает. Видим обычную скобку. То есть это список. Вот через запятую перечисления. Замечательно. Это значит то, что мы без проблем с вами можем пройтись по этому делу при помощи цикла for. Что мы здесь и делаем. Записываем for какая-нибудь переменная. Пусть будет и in data. И теперь вот этот весь код раскомментируем в блок кода for. И теперь меняем всего лишь имя одной переменной, той, к которой мы здесь обращаемся. Здесь мы уже будем обращаться к переменной i, в которой у нас и будет находиться карточка каждого товара. Соответственно, мы здесь все это убираем, обращаемся к i и будем сейчас пока что все это дело принтовать. Сохраняем эти изменения и запускаем наш код. Вот и результат. Название, ценник и ссылка на картинку для каждого товара на странице. Супер. Теперь у нас там на странице, на сайте вернее, не одна страница с товаром, а так, закрываем инспектор. Он нам пока не нужен. У нас 7 таких страниц, и нам с каждой из нее нужно собрать информацию. Обращаем внимание на URL. Page 1. То есть мы сейчас на первой странице. На 7-й странице, соответственно, будет Page 7. Соответственно, нам необходим еще один цикл здесь, для того, чтобы пройтись по этим страницам. Для этого записываем цикл здесь, выше всего этого. Во-первых, этот URL адрес сделаем не просто строкой, а f строкой, в которой будем подставлять значение. Так, здесь пусть будет переменная count. И теперь здесь записываем цикл for. For count in. Здесь удобно применять функцию range, в которую мы передаем. Пусть она генерирует последовательность от 1 до 8. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Берем это значение в count и подставляем сюда. И теперь весь этот код помещаем в наш основной цикл. Теперь давайте проверим, как это все выглядит. То есть работает ли код. Так, не работает. Что у нас здесь? Двоеточие. Ну, бывает. Запускаем опять. Итак. Все, информация со всех 7 страниц у нас есть. И теперь эти данные можно записывать, например, в Excel документ в виде таблицы. Сделаем это чуть позже, а пока рассмотрим еще важные моменты, которые необходимо знать. Так, сейчас. Так. А именно, так как мы пользуемся скриптом Python для ускорения процесса, получается следующее, что мы с вами все 7 страниц с товаром проходим очень быстро. Ну, скажем так, человек так не может, и сайт прекрасно видит, что это бот. И сайты просто блокируют такие запросы. Это раз. Во-вторых, тоже очень важный момент. Очень большая нагрузка на сайт получается, когда очень большое количество таких запросов. И чтобы поберечь, скажем так, сайты, необходимо сделать еще следующую вещь. Из библиотеки по работе со временем мы с вами импортируем модуль, функцию sleep. Для чего? Она позволяет заморозить работу нашего скрипта на определенное количество секунд. Ну, например, запишем ее здесь, например, sleep, и здесь укажем, здесь указывается в секундах, 3 секунды. Что это значит? Сделали запрос, получили информацию, обработали ее. Прежде чем посылать новый запрос,
Ждем 3 секунды для того, чтобы уменьшить нагрузку на сайт. Это первое. Второй очень важный момент – это следующее. Когда вы, как пользователь, через браузер лазите по сайтам, браузер постоянно отправляет сайту, то есть серверу, о том, то есть вашу информацию, с какого браузера, какая у вас платформа, Windows, не Windows и так далее. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы можно было корректно отправлять содержимое страницы, то есть контент, на ваш браузер, для того, чтобы он его корректно обработал. Но когда вы делаете запросы при помощи Python и библиотеки там, Request или какой-то другой, отправляется информация о том, что это Python, библиотека Request. То есть, грубо говоря, это бот. Сайты или блокируют такие запросы, или, к примеру, некорректно отправляют ответ, что может сказаться на удобстве его разбора при помощи библиотеки Beautiful Soup и вообще в принципе, то есть синтаксического разбора HTML страницы. Соответственно, нам эти заголовки необходимо подделать. Они отправляются здесь в get запросе. Есть параметр headers, то есть заголовки, в который необходимо передать словарь с теми заголовками, которые мы хотим. Например, заведем словарик и поместим сюда следующее. Вот таким вот образом выглядят эти заголовки. Ну, в конкретном случае их намного больше здесь пунктов, но это словарь, и достаточно указать ключ user-агент, в котором указана информация о вас, та, которая конкретно интересует в данный момент сайт. Это ваш браузер, движок браузера, информация, что это Windows и так далее. Эти заголовки можно где-то взять в интернете или на сайте http://bin посмотреть, какие вы отправляете. Это было в уроке про библиотеку Request, там, где мы подробно с ней работаем. И вот таким вот образом передаем наш вариант заголовков в get запрос, чтобы сайт корректно обрабатывал информацию. Ну или при желании можно, например, даже над кем-то подшутить. Если здесь поместить не такой заголовок, а что-нибудь подобное, ну, грубо говоря, шутка. Но с этим как бы все понятно. Теперь по поводу разбора конкретного сайта. Мы сейчас с вами перейдем обратно на сайт, прошлись по всем 7 страницам этого сайта и взяли информацию, которая нас интересовала. Но что если скажем так, на вот такой стороне, именно в каталоге нет всей той информации, которая нам нужна об этом товаре. Ну, то есть, например, зайдем конкретно в карточку товара и посмотрим, что здесь. Здесь, естественно, информации больше, которая не отображается непосредственно в самом каталоге. И, соответственно, чтобы собрать уже эту информацию, нам с вами необходимо не просто разобрать HTML-код этой страницы, а перейти в карточку каждого товара и взять оттуда нужную информацию. Давайте это реализуем. Опять тыкаем на «Просмотреть код элемента». Находим, где он у нас находится. Ну, мы уже сами научились это делать. Конкретно карточка в теге div. Класс такой-то. Мы это уже с вами прописали. И теперь смотрим, где находится ссылка, при помощи которой можно перейти непосредственно в сам товар, просмотреть на страницу этого товара. Вот она. В атрибуте href. Ссылка, по которой можно зайти в товар. Причем, обратите внимание, их несколько. Одна находится здесь, другая здесь, где-то еще там, чтобы пользователь, куда бы он ни ткнул, у него все получилось. Можно брать любую из них, и теперь смотрим, как они здесь расположены. Тег A, и здесь у нас атрибут href. Соответственно, реализуем. Переходим обратно в наш код. Все, что мы писали до этого, до цикла, успешно удаляем. И теперь список карточек товара мы с вами уже получаем. Проходимся циклом, берем каждую карточку отдельно в переменную и теперь что нам необходимо сделать? Обращаемся к переменной и, применяем метод neFindAll
Да, достаточно просто find. Здесь записываем тег A. Вот он. Получаем вот этот код, который находится в теге A. Так как это метод find, он этот тег A не затронет, он поймает только первый, который есть. И теперь атрибут href. Точка. Применяем метод get, который позволяет получить значение в атрибуте. И здесь мы с вами записываем href. Есть. И теперь давайте здесь кинем какую-нибудь переменную. Например, card URL. И пока просто все это дело принтанем, чтобы проверить, все ли нормально работает. Проверяем. Итак, ссылки мы с вами получаем. Прошло 3 секунды. Очередную порцию ссылок, очередную и очередную. Ну, соответственно, переходим со страницы на страницу. Замечательно, все работает так, как нужно. И теперь, так как это не полная ссылка, мы видим точно так же, как с картинкой. То есть она относительная. Соответственно, нам здесь необходимо добавить базовый домен сайта. Соответственно, мы здесь так и прописываем. Берем, так, без слэша, так как слэш здесь добавляется, https scrappingclub.com, и добавляем сюда. И здесь опять просто суммируем строки. Супер. С этим мы сами разобрались, но теперь дело в том, что теперь вот это необходимо нам, так как нам теперь необходимо точно так же при помощи get запроса заходить на каждую из этих ссылок, мы можем это реализовать при помощи разных способов. В данном случае я имею в виду саму структуру кода. Так как мы сейчас пишем без каких-либо функций, типа рекурсивные обходы и так далее, ну это, скажем так, дело вкуса на любителя. Но мы сейчас можем, чтобы упростить себе задачу, к примеру, создать список, как мы сейчас и сделаем. То есть, обработав вот таким образом страницы с карточками и получив их URL-адреса, мы просто формируем список. Так и запишем лист card URL. И будем добавлять в него .append вот эти ссылки, на которые потом отдельно будем заходить. Или можно было все эти ссылки обрабатывать здесь в цикле for. Но, скажем так, это привело бы к тому, что у нас получилось бы нагромождение кода вот в виде вот такой вот диагональной вереницы, в которой просто потом неудобно разбираться. Итак, список мы с вами составили с ссылками, все как положено. И теперь давайте разбираться уже конкретно с страницами карточек товара. Идем обратно на сайт, закрываем инспектор, залазим в очередную карточку и давайте инспектировать ее, что у нас здесь есть. Просматриваем код. И теперь смотрим, как устроено, что здесь. Итак, вот она карточка, и теперь лазим по нашим тегам. Так, вот он тег, в котором видно выделяется вся карточка товара. Картинка, описание и все. Значит, он у нас называется... Так, это у нас есть, это у нас есть. Вот он, класс card mt4 my4. Ну, почему так, в принципе, это не имеет значения. Видно, почему-то так нужно. И что у нас здесь есть? У нас здесь есть ссылка на картинку. Название. Так, есть. Ага, и вот здесь вот ниже в теге с классом card body. Здесь у нас ценник, название.
и в теге P непосредственно текст. И теперь давайте все это собирать. Копируем название класса и лезем в наш код. Так как мы здесь уже URL-адреса каждой карточки собрали в список, соответственно, здесь уже ниже пишем следующий цикл for. Так, сейчас я уберу лишнее. Записываем новый цикл for. Пусть будет так, переменная новая. Так, in list card URL. И в цикле нам необходим вот этот код. Да, есть такой принцип, код не дублируем, но тем не менее, чтобы понять принцип работы. Итак, давайте здесь все это немножко все-таки заменим. Так, напишем card URL, чтобы понятнее было. И здесь подставим, что нам необходимо. Сделать точно так же get запрос по URL конкретной карты. Потом разобрать при помощи Beautiful Soup. Все то же самое. Далее. Нам необходимо найти контейнер, в котором находится вся необходимая нам информация. Для этого нам сейчас метод findAll не нужен, потому что там всего лишь один такой контейнер. Так как это не список с карточками, а страница конкретной карты. Поэтому нам достаточно применить метод find, в котором в теге div есть класс с вот таким вот названием. Тот, что мы скопировали. Итак, мы таким образом получим нашу карточку. Давайте это проверим, чтобы код работал. Для этого, чтобы не будем пока сканировать все страницы, переберем только одну здесь. Sleep мы сократим до 1. Пока что ничего страшного. И здесь выведем print. Так. HTML-код нашей карты. Все супер. Мы с вами получили с первой страницы просмотра, то есть там у нас 9 карточек. Мы зашли в каждую карту и получили всю информацию, которая там есть. То есть это название, ценник и полное описание. Ну, естественно, вот у нас ссылка на картинку. Теперь давайте разбирать это дальше. И прежде чем сейчас двигаться дальше, я немного сдвину код, чтобы все помещалось. И немного, на всякий случай, пройдемся по тому, что мы здесь написали. Итак, первое, что мы с вами делаем, отправляем запрос на сайт и получаем HTML-код первой страницы с каталогом товаров. Разбираем ее парсером. Здесь по тегу такому-то находим HTML-код, который касается непосредственно самой карточки товара. Потом уже внутри и получаем здесь список из всех карт на странице, то есть их там 9. Проходимся циклом, беря каждую отдельную карту в переменную и. Здесь находим, там в теге А, в атрибуте href лежит ссылка относительная. Дополняем ее базовым доменом сайта и добавляем сюда в список. Таким образом, получая ссылки на каждую отдельную карту товара. Далее в цикле for во втором мы проходимся по этому списку из ссылок. Делаем отдельно запрос на каждую карту товара, то есть страницу сайта. Здесь ее точно так же разбираем при помощи Beautiful Soup и ищем в теге div класс такой-то. Там непосредственно хранится вся информация, которая есть в этой карте. И теперь давайте получим все интересующие нас поля. Так как у нас здесь в переменной дата будет карта каждого товара, соответственно, мы там сейчас залезем на сайт и посмотрим, в каких тегах находится интересующая нас информация. Зайдем сюда заново, чтобы просто было нагляднее. Итак,
Перебрали эту страницу, вот они все эти 9 карточек, получили в список URL, адрес каждой из них. Заходим в нее уже здесь вручную. И еще раз просматриваем. Тыкаем правой кнопкой, просмотреть код, инспектировать и так далее. Открываем инспектор кода. И еще раз находим. Так, вот этот тег. Мы только что получили в коде всю информацию, которая находится в этом теге. И теперь смотрим, что здесь где. Разворачиваем его и так. Нам с вами необходимо название. Название здесь, вот оно подсвечивается, точно так же находится в теге h3, класс CardTitle. Ну, то есть мы его уже умеем, без проблем с вами получаем. Записываем еще одну переменную, не тьфу, а name, кстати, интересно. Так, записываем переменная data, точка, метод find, так как нам необходим всего один элемент. Записываем тег h3, класс, нижнее подчеркивание равно, и здесь CardTitle. Точка, и там всего лишь нам необходим текст. Есть. Имя мы получаем. Название товара. Дальше давайте возьмем его цену. Price. Точно так же через data, там где у нас с вами код контейнера, в котором все это находится. Метод. Все точно так же. Метод find. И лезем, смотрим, что там. Так, тег h4. Здесь у нас ценник. Просто как текст. Переходим сюда, здесь записываем тег h4. Указывать дополнительные параметры поиска здесь никакой не надо, там его просто никакого нет. Получаем значение текст. Следующее. Это описание. Заведем еще одну переменную текст. Data find. И идем смотреть, в каком теге она лежит. То есть описание товара. Так, вот он, тег P. Это у нас общий контейнер, CardText. Есть, вот оно описание. То есть нам необходим тег P с классом CardText. И оттуда мы дергаем сам текст. И теперь последнее, нам необходима ссылка на картинку. Записываем URL. Итак, URL img равно data.find. И лезем, смотрим, где, что, как. Так, URL картинки, вот она. Точно так же статик, все то же самое. Он находится тег img, значит, card img top, значит, чтобы не переписывать, тыкаем правой кнопкой edit as HTML, то есть редактировать код. Редактировать не будем ничего, просто выделяем отсюда все это дело. Копируем. Итак, тег img, класс такой-то, и у нас здесь атрибут srk. Здесь у нас и есть ссылка на картинку. Переходим сюда. Записываем тег img. Класс тот, который мы скопировали. Здесь применяем метод get, который позволяет получить значение в каком-либо атрибуте. И здесь записываем srk. И теперь давайте все это проверим. Я здесь пока напишу просто функцию print, а потом мы с вами все это дело, когда уже облагородим, запишем в Excel таблицу. Так как данные все-таки необходимо как-то по-человечески обработать. Принтуем все это дело. И, кстати говоря, сразу давайте это сделаем. Дополним URL адрес картинки, так как там URL относительный. Берем базовый домен сайта и
просто объединяем с дальнейшей строкой. Супер, все должно работать. Запускаем код и проверяем, что у нас вышло. Так, начинает появляться результат. Не дергайся. Так, итого мы получили 9 карточек. Название, ценник, его описание и... Так, что у нас здесь? И нормальная ссылка на картинку, для того, чтобы мы ее могли потом скачать. И так как все нормально работает, теперь мы с вами можем спокойно пройтись по всем страницам этого каталога. Там их 7 страниц, то есть мы здесь прописываем 8, и этот код работает для всех страниц, которые там есть. Но интересный вопрос. А что делать, если, например, там будет 1000 страниц с товаром? И здесь вот, например, 1000 страниц, и на каждой странице по 9 товаров. Ну, скажем так, это 9000 ссылок. Мы же не будем все 9000 ссылок добавлять сюда в список и так далее. И вот здесь начинается самое интересное. То есть идет речь о оптимизации работы вашей программы, когда вам приходится работать с большим объемом данных. Чтобы именно ваша программа работала легко и, не, скажем так, не занимала большой объем памяти и ресурсов процессора, и работала быстрее. Итак, если, допустим, у нас там 9000 URL адресов, мы их добавляем в список, он висит в памяти, потом мы по нему проходимся. Это дело легко очень можно исправить. Если вы, например, учили Python по моему 7-часовому курсу, вы должны быть знакомы с таким понятием, как генератор. А именно функция генератор, которая позволяет нам избавиться от подобного рода, скажем так, недопустимых вещей. Что мы сейчас и сделаем. Естественно, я все это объясню, как это работает. Список сразу убираем, он нам не нужен. Мы не будем добавлять URL адреса каждой карты в никакой список. Что мы сделаем? Поместим весь этот код в функцию. Запишем def, дадим ей название getURL, например, параметров никаких не нужно. Помещаем весь этот код в тело функции. И здесь, вот здесь у нас в переменной cardURL содержится ссылка на карточку каждого товара. Что мы делаем? Убираем отсюда добавление в список, так как у нас уже никакого списка нет. И вместо оператора return, который мы привыкли писать в функциях, чтобы вернуть значение, записываем другой. Оператор yield. Что происходит? Когда работает такая функция, и здесь описан такой оператор, происходит следующая фишка. Это превращается в объект-генератор. То есть мы записываем название этой функции, например, в цикле. То есть в любом инструменте Python, в котором можно что-то перебрать. For, в принципе, не важно. For можно и циклом while, но там необходима еще дополнительная команда next и так далее. Цикл for. Записываем здесь эту функцию getURL и вызываем ее. И как будет работать в данном случае наш код? Исполнение всего этого кода начнется вот с этой точки. Стартует цикл. Запускается функция. Отрабатывает цикл for. Этот один раз и этот один раз. Как только мы получаем первый URL адрес первой карточки, это значение возвращается в переменную cardURL, и эта функция останавливает свою работу. Замолкает на время. Идет обработка первой ссылки. Как только она закончилась, цикл for опять запрашивает у этой функции генератора следующее значение. Срабатывает еще раз этот цикл for, вложенный, пока есть значение в переменной data. Генерируется еще одна следующая ссылка. Возвращается в переменную cardURL, и функция опять замораживает свою работу. Обрабатывается следующий URL здесь и так далее. То есть мы не генерируем список и не загружаем комп ненужным хламом информации. Мы обрабатываем каждую полученную ссылку по мере их поступления. Производительность вашего скрипта возрастает намного.
Запустим его и проверим. И мы с вами получаем все эти значения. И сейчас мы уже проходимся с вами по всем 7 страницам. То есть на каждой странице по 9 карточек, 9 и 7, 63 значения. Человек так быстро перебрать, естественно, все это дело не может, поэтому сейчас мы добавим функцию sleep, для того, чтобы наш скрипт вел себя более лояльно к сайту. Где мы ее сейчас здесь напишем? Естественно, вот здесь вот она в принципе уже не нужна, потому что, скажем так, рулит нашим скриптом вот этот цикл for. Именно от скорости его работы уже и зависит работа вот этого кода, то есть запросов к сайту. Поэтому где мы все это запишем? Мы запишем функцию sleep вот здесь, перед запросом на конкретную карточку. Запишем sleep и опять поставим 3 секунды, это оптимальное значение, скажем так, и не сильно долго, и не сильно напрягает сам сайт. Супер, с этим закончили, теперь идем дальше. И этот скрипт уже практически готов. И прежде чем переходить к парсингу через пост-авторизацию, давайте его немного доработаем для того, чтобы данные, которые мы получаем, не просто принтовались нам в консоль, а мы его записывали на какой-то носитель, что будет логично, так как с этими данными потом необходимо как-то работать. То ли это будет человек их просматривать вручную, то ли, к примеру, будет какая-то автоматизация с дальнейшей ее обработкой. Поэтому и варианты реализации этого есть разные. То есть полученные данные можно записать, например, в базу данных, просто в какой-то текстовый файл. Или, например, можно все это записать в Excel таблицу. А именно, не всем посчастливилось когда-либо работать с документами Excel, поэтому давайте на него посмотрим. Так, создать. И здесь выбираем, если у вас, естественно, установлено, к примеру, Microsoft Office. И здесь мы ищем, вот он, лист Microsoft Office Excel. Такие же самые документы есть и у LibreOffice, комплект программ по работе с разными данными. Но, допустим, будем использовать Microsoft Excel в данном случае. Мы видим, это таблица, в которую можно внести данные. Здесь есть разные листы. Зачем я это сейчас показываю? Для того, чтобы тех, кто в них не работал, было понятно, что сейчас будет за код. И нам с вами необходимо создать такой документ при помощи Python и все эти данные сюда внести в ячейки, чтобы это выглядело в виде вразумительной таблицы. Этот документ закрываем, он больше нам не нужен. Дальше мы его сделаем уже при помощи нашего скрипта. Есть разные библиотеки по работе с документами Excel, вернее, правильно сказать, XLS документами. Это OpenPXL и XLSX Writer. Две библиотеки, которые используются самое часто, в принципе не имеет значения. Давайте установим эту. Копируем отсюда. Погуглив, выберите, там такая, в принципе это не имеет значения. Итак, теперь переходим в наш скрипт и в терминале прописываем эту команду. Устанавливаем библиотеку для работы с Excel документами. После установки создаем еще один Python файл. Для чего? Сделаем наш код максимально оптимальным для его удобства работы как нам, чтобы можно было что-то легко подправить, так и для того, чтобы он быстро работал. С каким-нибудь пространным именем. Так, сейчас я все лишнее поубираю, чтобы удобно было работать. И в этом файле мы с вами будем писать код, который будет записывать данные в Excel таблицу. Чтобы сэкономить время, я код уже подготовил. Сейчас я расскажу, что здесь происходит. Вот это сейчас пропадет с экрана и сдвину, чтобы было удобнее. Вот так. Здесь в этом файле сейчас прописано, естественно, импорт самой библиотеки по работе с Excel. Далее записана функция, в которой необходимо передать массив данных, который мы с вами здесь получаем. Будем получать, сейчас это оформим.
Далее здесь первым делом создается файл этой таблицы при помощи класса Workbook, который есть в этом библиотеке. Далее создается страница нашей таблицы. После этого здесь, обращаясь уже к непосредственно через переменную нашего листа, в котором мы будем работать, устанавливаем ширину колонок А, Б, и С и Д на, скажем так, чтобы их сразу можно было расширить, и там текст помещался полностью. Установим пока такие значения, и далее мы итерируемся по полученным нами данным. И, обращаясь к нашему листу, записываем по координатам ячейки данные, которые мы туда собираемся записать. Координаты следующие. То есть, так как это таблица, то получается так, что row, то есть строка, индексируется от 0 до бесконечности, и колумн, то есть столбец, индексируется от 0 до бесконечности. Соответственно, мы здесь пишем. Так как у нас 4 данных, первое это name, имя, мы его записываем. В данном случае здесь сейчас в коде row 0, колумн 0, то есть это первая ячейка, которая находится в левом верхнем углу. Туда записываем имя. Далее row 0, колумн 2, то есть это вторая ячейка. Туда записываем цену. Здесь в третью ячейку текст, то есть описание товара, и сюда записываем ссылку. Потом следующий блок данных записываем, меняя уже row плюс 1, ну а колумны, то есть столбцы, остаются точно так же. И как видно, что сюда в эту функцию необходимо передать некий массив, то есть вот он параметр, по которому мы с вами будем итерироваться циклом. Соответственно, нам этот массив необходимо здесь создать. Но дело в том, что массив займет очень много места в памяти, поэтому мы сейчас этот код организуем точно в такой же генератор. Что для этого необходимо? Записываем здесь опять определение функции. Def пусть будет array. Далее, что мы делаем? Вот это все дело лишнее мы убираем, записываем все эти данные через запятую, будем возвращать кортеж. Из наших значений. И по аналогии здесь нам необходим не оператор return, а оператор yield. Так и запишем. И теперь следующее, что мы делаем в этом коде, именно в этом, будем запускать работу вот этого парсера генератора. В данном случае уже. Нам для этого необходимо from из этого файла импортируем название этой функции генератора, импортируем сюда это имя. И здесь запускаем эту функцию в writer, передавая в нее имя функции array. Она попадает у нас в параметр, и здесь мы ее запускаем. И получается следующая иерархия. По какому принципу будет работать этот код? Как все это связано? Давайте еще раз повторим, чтобы все было ясно понятно. Запускать мы будем вот этот файл. Там, где у нас происходит запись в таблицу. Соответственно, происходит следующее. Импортируется библиотека, подключается отсюда имя этого генератора, но происходит запуск функции writer. Создается наш документ. Далее мы с вами здесь вызываем вот эту функцию array. Вот здесь. И начинаем по ней итерироваться. Так как мы из нее сделали генератор, то она стартанет, запросит первое значение
у этого генератора. Он ее спарсит, вернет сюда и остановит свою работу. Начнет работать этот генератор при помощи цикла for. Как только он будет получать первое значение, то есть спарсит данные с одной карточки, это значение вернется сюда в переменную item, которую мы запишем. И пока идет запись, эта функция перестанет работать, она остановится. И таким образом мы получаем некий конвейер, который, как только получает нужные нам данные, сразу их записывает. И потом только запрашивает следующий. Да, кстати, надо все это дело поместить в блок кода функции. Вот так вот. Итак, давайте это все проверим. Запускаем мы этот файл. И ждем, пока спарсятся все данные. Итак, прошло 3,5 минуты работы этого скрипта. Почему 3,5 минуты? Почему так долго? На самом деле это все происходит намного быстрее, но объясню почему 3,5 минуты. Потому что там 63 карты товара. И мы здесь поставили время ожидания 3 секунды. Ну, соответственно, и получилось такое время. То есть, если поставить меньше или вообще убрать время ожидания, то скрипт отработает намного быстрее. Но он был чрезвычайно легкий и не нагромождал нигде никакие кучи данных в оперативке и так далее. И в итоге хватит разглагольствовать. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот он наш Excel документ. Вот все наши данные, которые мы собрали. Понятно, подгонка полей это уже дело такое на самом деле. Этим мы сейчас заниматься не будем. Видео в принципе не про это. Но вот таким вот образом мы с вами собрали все эти данные. Пожалуйста, есть ссылки, тыкай, переходи, смотри. И все данные, в общем говоря, все у нас уже есть здесь в таблице. Но теперь давайте реализуем следующее. Интересно все-таки скачать эти картинки. Как в принципе или любую другую информацию. Ну, например, без проблем таким образом можно скачать кино. 1, 2, 100 и так далее. Создадим еще одну папку. Вот здесь вот рядом с нашим документом. И назовем ее, так, долго думать не будем, image. Годится. Переходим обратно в наш код и реализуем скачивание картинок. Я вот этот код справа сдвину, но оставлю его. Я думаю, путь расположения на рабочем столе никому не нужен. Так, вот таким вот образом. И теперь реализуем загрузку этих картинок. Следующий код по загрузке, в принципе, он не только для картинок, он актуален для любых файлов, вплоть до хоть 20 гигабайт один файл, пусть то фильм будет, неважно. Код будет идентичный. Сейчас здесь немножко все вот так вот, в общем говоря, сделаем, чтобы было еще место. И объявим еще одну функцию. Пусть будет функция download. И что нам здесь необходимо? Во-первых, здесь будет у нее параметр, грубо говоря, URL. Нам необходимы URL картинки. И первое, что мы здесь реализуем, это будем загружать нашу картинку. Для этого нам необходимо request.get. Сюда передаем URL этой картинки, и здесь уже пошли нюансы. Так как HTML-код сайта практически нисколько не весит, но файл может весить очень много, там 2 гига там, и так далее. Здесь необходимо добавить еще один параметр. Кроме URL, то есть адреса картинки, который мы будем скачивать, необходимо сделать так, чтобы это была потоковая передача. Мы добавляем параметр stream, записываем булевое значение true. То есть картинка сразу не целиком будет грузиться нам в оперативу, а будет порционно подаваться нам. Соответственно, это уже полдела. Следующее, что необходимо сделать, это создать файл, в который мы непосредственно запишем байты полученного изображения. Что для этого необходимо? Обычная функция open. При помощи нее можно делать очень много интересных вещей. Сюда мы сейчас сделаем путь. Добавим изображение. И здесь нам обязательно необходимо добавить флаг. Запись, перезапись, но в принципе не важно. Добавляем флаг, то есть W или A. Ну пусть будет W.
И обязательно здесь добавить еще один b, то есть записывать байты, а никак не обрабатывать то, что мы получаем. Именно байты, так как здесь будут подаваться байты, скачиваться, и соответственно в байтах мы так и пишем. Следующий шаг, который необходимо сделать. Записываем цикл for. For пусть будет value in. И теперь здесь записываем полученный ответ, у которого есть метод iter content, который позволяет пробежаться по потоку передаваемых данных. И здесь мы записываем, например, 1024. Здесь записываем количество байт, которые будут записаны за один проход. 1 мегабайта будет вполне достаточно оптимально. Например, можно больше, меньше, это уже по желанию. И здесь мы записываем r. То есть к нашему файлу r write value. И естественно потом не забываем этот файл закрыть. Вот в принципе и все. И теперь необходимо здесь прописать путь, где будет создаваться файл, и указать расширение. Что для этого надо? Во-первых, еще раз, мы будем с вами загрузить файлы в эту папку, которая у нас находится рядом с Excel документом. Соответственно, берем этот путь. И только что осенило, да. Тут же будет писаться там байты, поэтому 1024 байта это все-таки 1 килобайт. Ну, давайте сделаем так. Умножить на 1024. Пусть считает, не будем сейчас калькулировать. Все, теперь это по 1 мегабайту. Замечательно. Итак, сюда подставляем путь. Лезем к нашей папке. Свойства. И здесь так, быстренько копируем этот путь. Переносим его сюда. Ставим R-строку, чтобы не ругался на служебные символы. И теперь здесь дописываем имя самой папки. Image. И теперь здесь необходимо дописать, то есть каждый файл, который будет создаваться, его нужно как-то назвать. Мы в принципе могли бы сюда подставлять вот это значение, то есть имя товара. Но не подойдет. Почему? Потому что если заглянуть в табличку, которая у нас уже есть, названия повторяются. Ну, просто в данном случае так вышло. И, к сожалению, если они повторяются, то, соответственно, как только будет название повторяться, то старый файл будет перезаписываться новым. В итоге у нас, скажем так, не все картинки сохранятся. Из этого нужно как-то выходить, поэтому здесь придется в данном случае сейчас дописать такую конструкцию, которая будет каким-то образом дополнять или что-либо делать с названием. Или мы можем просто использовать тот же самый URL, как название файла. Так, это экранирование прям... Короче говоря, сделаем проще. Вот так вот удвоим слэш и не будем париться с R-строкой. Есть. Допишем здесь следующее. То есть путь к нашей папке. Здесь плюс URL плюс точка .jpg. Супер. Теперь вопрос. Где и как запускать эту функцию? Да, в принципе, в любом месте, где у нас есть... Сейчас сразу все подвинем. О, все видно. Где есть URL нашей картинки. То есть URL картинки у нас есть вот здесь. И URL картинки у нас есть вот здесь. В этом файле. Так как мы здесь вот передаем кортежик. Item 3 у нас там сейчас есть URL адрес. Соответственно, в данном случае можно это записать где удобно. Пусть будет, чтобы не будем сюда ничего дополнительно импортировать, запишем вот прямо здесь. Еще немного подвину. Так. Сделаем вот так вот. И здесь запишем вызов этой функции download. И передаем сюда.
URL image. Все готово. Ну, вроде бы. Проверяем. Не забываем, что запускаем мы вот этот файл. Так, что-то где-то, ага, inspected, так. Забыл двоеточие, бывает. Так. И давайте сразу так, чтобы было быстрее. Поставим 1 секунду, потому что 3,5 минуты ждать долговато. И запускаем и смотрим. И теперь что-то не нравится в аргументе с названием. Итак, проверим, что у нас здесь не так. Во-первых, нам здесь не нужно добавлять строку с расширением. Почему? Потому что картинка уже с ней скачивается. Так, это мы лишнее убираем. Теперь, что еще может не понравиться? Ну, во-первых, наличие таких символов, которые нельзя давать имени файла, то есть там двоеточие и все эти дела. Соответственно, что можно сделать? У нас здесь есть вот такая вот, скажем так, имя непосредственно самого файла на сервере. Поэтому мы его и возьмем. Как это сделать? Здесь есть вот он слэшик обратный. Соответственно, мы к URL применяем метод строк split. Здесь указываем как разделитель этот обратный слэш. Там получается список. И нам необходимо взять из этого списка, то есть метод split разобьет по этому разделителю на отдельные строки. И это получится список из строчек. И, соответственно, нам необходимо взять из этого списка последний элемент. Записываем здесь индекс -1. Так, и теперь вроде как точно все. Ага, так, и вот здесь вот так. Почему никто не сказал? Так. Запускаем этот код и проверяем. Прошло чуть больше минуты. Скрипт отработал без ошибок. Итак, давайте-ка заглянем в нашу папку. Все картинки есть. Все супер. Итак, с этим кодом вроде как разобрались. Теперь следующий момент, последний, который мы рассмотрим. Парсинг, когда необходимо использовать пост-авторизацию. Что это значит? На многих сайтах необходимо, чтобы получить доступ к какому-нибудь контенту, авторизоваться там как пользователь. Соответственно, это необходимо сделать при помощи нашего скрипта. Поэтому эти файлы я сейчас уже закрываю, мы сейчас напишем новый. Ну, а вернее не закрываю, а просто сейчас удалим все это дело. Итак, удаляем все ненужное, оставляем только импорты, и заголовки тоже оставим. И теперь посмотрим на сайт, на котором мы сейчас будем практиковаться. Открываем сайт. Codes to Scrape. Повторюсь, ссылки на сайты, на первый и на второй есть в описании. Сайт так в принципе называется, цитаты для скрапинга. То есть отсюда можно потренироваться, все это дело разбирать, то есть парсить и забирать эти цитаты, авторов и так далее. В чем особенность этого сайта? Здесь есть такая штука, как логин. То есть здесь можно залогиниться. Работает она здесь очень просто. Нажимаем логин, здесь обычные поля ввода, то есть там ввели какой-то пароль, здесь вот просто что попало натыкали, и здесь изображается, как будто вы реально залогинились и вас перебрасывает, обратите внимание, логаут. То есть здесь уже не логин, а логаут, то есть выйти. Как будто вы залогинены и получили доступ к закрытому содержимому сайта. И это очень классно, потому что это помогает протестить и понять, как это все работает, прежде чем браться за реальные сайты. И теперь давайте разбираться, что к чему. Нажмем «Выйти». Итак, у нас есть сайт. Допустим, без регистрации нам недоступны эти цитаты. Соответственно, нам необходимо при помощи скрипта Python сначала проработать алгоритм, как нам залогиниться на этом сайте. То есть есть учетная запись, нам нужно туда войти, сохранить все файлы куки,
и изображать из себя авторизованного пользователя, собирать отсюда информацию. Итак, приступим. Для начала сразу копируем вот эту ссылку, она нам сейчас пригодится, то есть основной домен сайта. Копируем и переходим обратно в код. В данном случае мы импортируем не просто requests, а нам с вами необходимо импортировать из requests. Записываем импорт класс сессия. Для чего? Для того, чтобы сохранять файлы cookie. Потому что без них в данном случае сработает блокировка на сайте и вас не пустят дальше. С файлами cookie можно работать и при помощи, и без сессии, просто с обычными get-post запросами, но их неудобно сохранять в рукопашную. Грубо говоря, это все нужно делать. Но пользуясь сессией, не нужно вообще париться по поводу файлов cookie. Итак, что нам необходимо? Заводим какую-нибудь переменную и в ней запускаем класс сессии. Супер. Дальше нам с вами необходимо, уже обращаясь через имя этой переменной, у класса сессии есть тот же самый метод get. Запрашиваем get. И сюда подаем основной домен этого сайта. codes2scrape.com. Это раз. Во-вторых, обязательно передаем заголовки. Ну, не такие, как у меня сейчас, а так, как я показывал, то есть реальные, скажем так. Где-то их взять или свои, ну, неважно. Ну, свои не жил. В общем, проехали. Нужно добавить заголовки. Записываем headers. Headers. Итак, есть, мы их передали. То есть, зачем такой пустой запрос? Я даже здесь в данном случае не писал никакую переменную, чтобы сохранить этот результат. Нам с вами нужно сымитировать, как будто мы зашли на сайт как обычный пользователь. Не сразу откуда ни возьми, сразу на логин нажали, а как будто сначала зашли на сайт. Супер. Дальше, по логике, так, куда-то я нажал, ага. Нам с вами, как пользователю, необходимо вот на вот эту кнопку. У нее вот такой вот URL. Копируем его. Переходим обратно в наш код. И здесь точно так же work.get. Передаем сюда этот URL. И не забываем про заголовки. Супер. То есть все куки, они у нас появились уже здесь. То есть на всякий случай, куки файлы — это файлы истории ваших действий на сайте. Они уже появились здесь. Дальше следующий запрос мы делаем через сессию. К старым куки добавились новые и так далее. То есть про них мы вообще не думаем. Итак, переходим на сайт. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть форма. Форма, где нужно ввести логин и пароль. Давайте проинспектируем этот элемент. Правой кнопкой просмотреть код. Так, здесь нам в принципе вот это все пока что не нужно. Давайте выглянем на следующее. Переходим с вкладки элементы в вкладку сеть, network. И посмотрим, что происходит на сайте, когда мы сюда что-то вводим. Введем 1, 2, 3 и пароль 1, 2, 3. Тут в принципе не важно. Логин. Получается следующее. Вот он запрос, который был, когда мы нажали на, скажем так, авторизоваться. Это был не get запрос, которым мы до этого пользовались, это был post запрос. Конечно, отдельно по этому всему видео по библиотеке request на канале есть, где про post запрос я очень подробно рассказывал, но сейчас это придется повторить. Post запрос передает в виде словаря данные, которые мы с вами вводим. Вот этот пароль, логин и пароль. То есть это как словарик. Логин у нас попал по ключу username, которому соответствует поле ввода логина. И пароль у нас попал по ключу password, который соответствует, соответственно, полю пароль. И вот еще один момент, очень важный. Что такое этот токен, который здесь прописан?
Дело в том, что специально для защиты от ботов у сайтов есть такая штука, как только вы заходите, закрою пока все это, выйдем. Как только вы нажимаете на кнопку «Войти», и перед вами есть вот такое поле ввода, здесь где-то в коде вам не отображается, но скрыт уникальный специальный токен, который обновляется каждый раз, когда... То есть, грубо говоря, он одноразовый. Вот он где-то сейчас спрятан. Если выйти, нажать еще раз, он уже будет новый. То есть старый, к примеру, если его взять, использовать нельзя. Но этот токен вот как раз специально для такого, чтобы не так просто было сюда авторизоваться при помощи бота. Где искать этот токен? Опять тыкаем «Просмотреть код». И этот токен спрятан где-то здесь на странице. Соответственно, нам ее необходимо проинспектировать и его найти. Этот токен обычно находится в теге input, где-то рядом с формой. Так, вот он, тег input, name, ага, вот он, токен, и вот его значение в атрибуте value. Соответственно, нам необходимо, прежде чем вводить и передавать сюда данные, при помощи библиотеки Beautiful Soup пропарсить эту страницу и дернуть отсюда этот токен. Так и делаем. Возвращаемся обратно в код и дополняем его. То есть, перейдя на страницу логин, там где необходимо в форму вводить логин и пароль, нам необходимо с вами перебрать HTML-код этой страницы. Соответственно, мы здесь заводим переменную response и сохраняем сюда ответ. Следующее, что мы с вами делаем. Заводим опять переменную, и теперь здесь уже используем библиотеку Beautiful Soup. Ответ, полученный от сайта, то есть HTML-страницу. .text. Получаем здесь текст этой страницы. Используем библиотеку для LXML вместо встроенного парсера. Если кто не смотрел начало, его необходимо дополнительно восстановить. Итак, следующее, что мы с вами делаем. В переменную новую токен, разобрать этот HTML-код и получить тот заветный токен. Поэтому мы здесь записываем soap find. У нас там тег form. По нему точно так же проходимся, ищем find тег input и применяем метод get, чтобы получить значение атрибута value. Итак, вернемся и проверим. Все так. Так, тег form, тег input, value. Вот он, этот токен. Запустим код и проверим, как все это работает. Итак, проверяем токен. Вот он у нас есть. Супер. Естественно, на следующий запрос он уже будет другой. Поэтому мы сейчас его никуда не сохраняем. Этот код будет работать, когда мы, к примеру, в первый раз будем запускать парсинг данной страницы. Далее. Следующее, что нам необходимо сделать, это передать пост-запрос. Опять возвращаемся на сайт, чтобы это все наглядно увидеть. Моделируем это дело. У нас вот есть этот инспектор. Переходим во вкладку Network, чтобы видеть запросы, которые происходят. Вводим сюда необходимые данные, там логин, пароль, и нажимаем на заветную кнопочку логин. И смотрим, что у нас здесь происходит. Вот он наш запрос. Переходим в заголовки, headers, и смотрим. Это был запрос методом post. И туда передался словарь вот с такими вот данными. По ключу KSRF токен, по ключу username непосредственно логин, и password это пароль. Замечательно. Теперь переходим в код и все это здесь моделируем.
Для начала заведем непосредственно этот словарь. Пусть будет словарь дата. И здесь все это дело заполняем. Заполнили словарик. Итак, вот он наш токен, ключ. По нему передаем значение токен. Вообще, в принципе, словари принято такие писать вверху, потом менять значение по какому-то ключу, пока, к примеру, оно неизвестно, там, во время объявления только потом токен появляется. Ну, проще написать здесь и просто сюда присвоить вот так вот значение в переменной токен. Далее, в поле username подставляем там логин, и в поле пароль подставляем, какой там у вас пароль. Итак, что необходимо сделать дальше? Вернемся опять на сайт и проверяем, на какую целевую страницу был подан пост-запрос. Проверяйте такие вещи, потому что иногда бывает нажимаешь, а на самом деле тут совсем другой URL-адрес указан. И обращаю внимание на следующее. Было перенаправление, то есть 302. Результат запроса, это значит, что нас перебросило на эту страницу. Потом с этой страницы нас перебросило на эту страницу. То есть уже вот на такую, которая у нас здесь отображается. То есть вот уже здесь значок logout и содержимое сайта. Дублируем все в нашем коде. Записываем. Работаем, напоминаю, через переменную work. Здесь у нас открыта наша сессия. Записываем work. Не get, а пост запрос. Он позволяет передать вот такой вот словарь данных не в заголовке, не в URL адресе, как, например, get запрос, в котором все конфиденциальные данные просто могут видеть все. А пост запрос их передает, скажем так, мимо URL, то есть скрыто. Итак, нам сюда необходимо передать вот такой же самый, мы это только что проверили, URL адрес. Не забываем про наши заголовки. И теперь в параметр дата передаем наш словарь с одноименным названием. Ну, словарь можно обозвать как угодно, но это уже дело такое. Есть. И теперь, так как там будет перенаправление, так, сейчас я сразу все это, то по умолчанию пост-запрос, как и get, перенаправление не поддерживает, они его блокируют. Перенаправление необходимо разрешить, поэтому здесь есть дополнительный параметр allow redirects, и сюда необходимо передать булевое значение true. Есть, и нас перебросит на авторизованную главную страницу сайта. Сохраним результат. Пусть будет, что у нас там, result. И уже отсюда давайте проверим, как это все работает. Так, сделаем вот таким вот образом. Сейчас отображение сделаем. Вот так, нет. Запускаем код и проверяем. Что сейчас произойдет? Зайдем просто как пользователь на главную страницу. Нажмем на кнопку «Залогиниться». Нас перебросит на страницу с формой авторизации. Здесь мы эту форму разбираем и тянем скрытый токен, который там есть. Формируем словарик для заполнения этой формы и токен, который от нас просят. И уже здесь передаем все эти данные, получая ответ. Нас перебрасывает на главную страницу уже авторизованными. Давайте это проверим. Итак, записываем переменная result. Здесь наш ответ от сайта. И смотрим, что у нас в поле текст. Так, вот он, HTML-код этой страницы. И как мы по нему можем понять, что, скажем так, что все получилось и все удачно. Так. Вот она.
ссылка, то есть название кнопки Logout. То есть мы сейчас авторизованы. То есть там есть кнопочка «Выйти». Супер. Теперь можно приступать непосредственно к парсингу, точно так же используя сессию через переменную work. Закрою. Так, сейчас я консоль закрою. И уже так сильно разбирать уже эту страницу не будем. Но все же, в чем кардинально отличается этот сайт от того, с которым мы работали до этого? На нашем прошлом сайте было четкое количество страниц. То есть мы даже сами вот видим, там 7 страниц с товарами. Здесь, если пролистать в самый низ, есть просто кнопка Next. Давайте на нее нажмем. Так, Page 2 добавилась к URL. Итак, кнопка назад-вперед, и количество страниц неизвестно. Но сколько их, мы в итоге, то есть мы не знаем, сколько их. Попробуем сюда добавить, ну, например, 200. И что мы с вами видим? Такой страницы, то есть там уже ничего нет. Но сайт не выбрасывает ошибку о том, что, например, page not found, такой страницы не найдено. Нет, он динамически генерирует под каждый запрос страницу. То есть сколько у него будет, скажем так, в базе данных на данный момент цитат. Вот столько страниц он сможет создать. То есть размещает там, поскольку их там по 9, неважно, на странице. И интересный вопрос, как пропарсить все страницы, которые есть. Мы же с вами не будем в рукопашную все это дело проверять. Сколько там, 20-25 страниц, 30, все не испробуешь, особенно когда сайт побольше. Это раз. Во-вторых, в следующий раз вам опять нужно собрать эти данные с этого сайта. Опять же, вручную вы все это дело проверять не будете. Соответственно, нужно придумать, как остановить парсинг на моменте, когда на странице уже ничего не будет отображаться. Кроме, например, вот такого. Или чего-то другого. Нужно придумать, как остановить данный скрипт. Итак, вернемся на главную страницу. И с какого момента начинать, с какого URL адреса начинать, скажем так, парсить данный сайт. Мы сейчас находимся на главной странице. Но нажмем кнопку Next. Мы перескакиваем, добавляется Page Drop 2. Нажмем назад. Page 1. Цитаты точно такие же, как если убрать Page и номер страницы 1. То есть такие же самые, как на главной странице. Соответственно, вот с такого URL и необходимо начинать парсинг. Это первый момент. Второй момент. Глянем. Это, так как это неплохой тренировочный сайт, давайте все-таки сейчас посмотрим на код. Может, здесь будет что-то другое, например. Хотя вряд ли. В принципе, большинство сайтов, с ними работа вообще никак не отличается от того, что мы сейчас смотрели. Итак, открываем инспектировать элемент и просматриваем. Что у нас здесь есть? Точно так же. Так, ну в данном случае, смотрите, вот они все эти контейнеры, то есть класс tag_div, класс код, то есть цитата. И мы, то есть стартуем с него, find all div класс код, потом по нем уже разворачиваем, смотрим, где у нас что находится. То есть tag span класс текст, у нас здесь текст самой цитаты, вот она. И во втором теге span класс small. Здесь у нас автор. Так, вот он. Просто как текст. И таким образом мы все это дело собираем. Как проверить, к примеру, что мы исчерпали лимит. Например, там на какой-то там 128 странице или 125 закончатся наши данные на сайте. Все очень просто. На самом деле реализуется, то есть здесь дальше, к примеру, если парсить этот сайт, здесь вы дальше просто начинаете перебирать. И вот точно таким образом, как я показывал до этого, просто вы работаете через переменную work. И как проверить вот таким вот образом. Work, только не пост уже, а пользуетесь запросом
get все точно так же. То есть work get такой-то, page drop 1 и так далее. Циклом оформляете прохождение по новым страницам, так как они нумеруются 1, 2, 3 и так далее. Проехали, устраиваете элементарный счетчик цикла и все окей. И как теперь оборвать наш парсинг, когда у нас закончатся страницы с контентом, а будут уже пустые? Вот таким вот образом. То есть для прохождения по всем страницам необходим цикл, соответственно, используется метод findAll, чтобы найти все одинаковые теги с контентом на странице. И если, вернее не если, а когда вы дойдете до пустой страницы, там где контента нет, элементарная проверка. If длина списка result или автор, ну в общем говоря переменная, в которой возвращается значение из findAll, не равна нулю. То есть там есть контент. Исполняется скрипт парсинга, else, то есть в ином случае, когда там контента нет, вызывается оператор break и ваш цикл завершается. И на этой ноте видео подошло к концу. Кто смотрел до конца, сэкономил себе кучу времени. С вами был канал Python Hub Studio. До скорых встреч, пока.